Всем привет! Ну вот, я теперь узнал, я говорил, что когда узнаю, где менять подачу гранул в режимах, так я с вами поделюсь. Ну вот, я узнал несколько дней назад, где это делается. Заходим, А9 вводим, как всегда. Короче, была такая ситуация, что было, не в моем котле, а еще в одном ЗВ-14, которого я настраивал, была такая проблема, что было не очень хорошего качества гранулы, и им надо было больше воздуха. Добавил больше воздуха, но получалось, что все равно не поспевали гранулы сгорать, и надо было бы уменьшить количество гранул, скажем так. И я начал искать и нашел, где именно. Потому я могу с вами поделиться, где меняется количество гранул. Это меняется в 7-м меню у нас. И вот сейчас нащелкаем. Вот это вот у нас вентиляторы идут на режимах. Вот на 5-м режиме, на 4-м, на 3-м вентилятор. Это сколько вентилятор регулировать. А подача воздуха, вот этот вот. Подача гранул. Это в 1-м режиме. Я не знаю, что это за обозначение, но меняя меньше, значит будет меньше, меняя больше, будет больше. Но все равно надо следить, что у вас с количеством гранула. Это при старте сколько гранул. Получается вот этот вот, сколько гранул присыпает он при старте. Это сколько гранул он присыпает в 1-м режиме. Это сколько он во 2-м. Это в 3-м. Это в 4-м режиме. И в 5-м режиме. Ну, так как я пользуюсь только до 3-го режима, я скажу так, что, в принципе, я думаю, что больше даже и не стоит. Там что-то мне кажется, что многовато гранул. Может быть, смотрите сами, как вы там пользуетесь. Но я выше 3-го режима даже не включаю работу ему. Не даю. Мне 3 режима хватит на моих 65 гранул. Этих квадратов и плохо утепленных хватает. Как бы получается, вот эти вот настройки, что вот это, можете посмотреть. Они подходят для большинства гранул. Если кому-то надо, можете посмотреть вот такие вот настройки. Вот оно, все 5 прошел. Подходит для большинства гранул. Когда бывает похожие гранулы, тогда надо перенастраивать. Или для других гранул можно подстраивать. Но сразу скажу, не удастся заэкономить гранул, потому что в гранулах есть, допустим, эти 4,8 киловатта, так и вы получите от них максимум 4,8 киловатта. Так что вы поставите, что там меньше подачи гранул, думаете, что будет меньше расход гранул? Нет, если вам нужно для тепла столько гранул, вы можете уменьшать или увеличивать эти подачи. Увеличите, просто побыстрее будет. Уменьшите, будет помедленнее. Но может быть такое, что вы уменьшите подачу гранул, но вам будет не хватать этого тепла, сгораемых гранул. Так что за счет экономии, экономии не добьетесь, скажем так. А вот, чтобы лучше сгорало, подрегулировать можно. А вот эти вот параметры, это у нас получается вентилятор при старте. Этот я до сих пор не знаю, какие, тоже вентилятор, но это может быть даже при выдуве, когда он раздует эту пепельницу, или когда заканчивает, возможно. Вот этот вентилятор получается на 1-м режиме сколько оборотов. Это сколько на 2-м режиме вентилятор. А это на 3-м режиме сколько вентилятор. Вот эти параметры, которые у меня, это подходит для большинства гранул. Довольно хорошие, параметры вентилятора, скажем, на режимах. Я топлю на 3 режима, я их, проверил, что уже разные гранулы топил, они подходят для большинства гранул. Если кому-то надо, можете посмотреть, какие у меня, и сами построить. На 1-м такие у меня, 2-й такое, и 3-й такое. Все 3 режима я проверил, что все довольно для большинства гранул подходит. Тут на 4-м, на всякий случай, видели? Не сильно большая разница стоит, и на 5-м, потому что я, скорее всего, добавлял когда-то чуть-чуть оборот, наверное. Уже не помню. Потому что как добавить вентилятор обороты я уже знал раньше, и я как-то добавлял, а вот не знал, где добавить гранулу. Так что
Короче, опять еще один разок. Чтобы добавить количество гранул или уменьшить, меняем вот тут. Вот, это на первом режиме подача гранул 1.5. Я у искусственного интеллекта спросил, искусственный интеллект, скорее всего, ответил, что это в секундах 1.5. Ну, я не знаю. Это на втором режиме у нас вот столько подача подходит для большинства гранул. И это на третьем. Ну, 4, 5 я не пользуюсь, но можете посмотреть, это заводские, скажем так. Ну, то, что при покупке параметров. Это подача гранул. Вот эти вот в режимах. 3, 4, это какой режим? Сколько гранул. Ну, а это вентилятор, как я говорил. Все, я уже повторяюсь, так что надеюсь, видео полезный был. И теперь, в принципе, можно, я считаю, пробовать как-то семечки попробовать, шелуху семечек, так довольно дешевые. Если, может, кто-то пробовал, расскажите свой опыт в комментариях, потому что есть затея, может быть, попробовать. Тогда, как сейчас можно регулировать подачу гранул и вентилятор, я думаю, могу подстроить под семечки. Ну, не знаю, может быть, когда-нибудь созрею, куплю какую-то тонну семечек. Ну, меньше не стоит, потому что перенастраивать под семечки. Будет ли дешевле или нет? Вот, если кто-то топил семечками, ну, если кто-то смотрел БССки гранулы, есть из семечек, ну, шелухи семечек гранулы. И они дешевле, ну, скажем так, довольно намного. Вот не знаю, как у них теплоотдача какая, и стоит ли их брать. А вот за счет того, что сейчас меняется, в принципе, подачу гранул могу подстроить, и могу построить воздух, я бы, наверное, может быть, даже и попробовал. Но все равно это не в этом году, скажем. Потому пишем в комментариях, кому есть, если опыт. Будет интересно почитать, если кто-то пробовал семечками топить. Ну, из шелухи семечек гранулами. Или еще я как-то моментами замечал, есть торфяные гранулы. Вот те бы тоже интересно было бы попробовать. Если кто-то попробовавшись семечками потопить или торфяными, и есть какой-то опыт, я бы с удовольствием почитал. Так что пишите в комментариях. Ну а так что, всем пока, до следующих роликов. Думаю, в следующем ролике попытаюсь, у меня сейчас искусственный интеллект абонент, попрошу с искусственным интеллектом, положу в меню, и что это, какой параметр может обозначать. Ну, это в следующем ролике. Ну, если я найду время, то довольно долго получается по всему меню лазить и снимать это видео, потом это все редактировать. Ну, времечко уходит. Ну, хорошо, все, затянулось видео. Всем пока-пока. Лайк, подписка, кому было полезно. Always have a vision, I don't lie at night, I be in my feelings, I'ma be fine.